На любой рыбалке наибольшее удовольствие рыбаку приносит поклевка рыбы и ее вываживание. Именно в этот момент ощущается азарт, напряжение и радость от удачной поклевки. Борьба с рыбой, ее сопротивление, постепенное приближение к берегу или к лодке – все это делает процесс особенно захватывающим. А когда добыча наконец оказывается в руках, чувство удовлетворения и гордости за свой улов достигает пика. А наблюдать за поклевкой карася, ну и другой рыбы, лучше всего с помощью сигнализатора, будь то электронный или механический. Каждый рыбак выбирает то, что ему ближе и удобнее. Лично я больше всего люблю механические сигнализаторы, типа штанги. Они надежные, простые в использовании и не требуют батареек. Однако у них есть свои недостатки. Они могут снижать дальность заброса, особенно при использовании легких оснасток, а также хуже передают поклевку при сильном ветре, когда колебания лески могут давать ложные срабатывания. Я сел, немного подумал, и мне пришла в голову идея создать такой сигнализатор поклевки, которому не страшен сильный ветер, который не влияет на дальность заброса и не требует батареек, не бьет по карману и отлично показывает поклевки как на себя, так и от себя. Как по мне, идеальный сигнализатор должен быть простым и эффективным в использовании, не бояться влаги, ну и красиво, конечно же, показывать поклевки на рыбалке, это очень важно. Так давайте же сейчас за несколько минут сделаем такой сигнализатор поклевки. А что нам для этого нужно? Берем такой вот обычный покупной сигнализатор с Вингерштанга. Обычный флажок от жерлицы, такая пластинка идеально подходит для этого сигнализатора, она прочная, гибкая, не имеет памяти. И обычный рогачик от подставки. Все это можно найти в любом рыболовном магазине, стоит копейки. Рогачик используем съемный для удобства транспортировки. Для начала будем подготавливать наш сигнализатор с Вингера. Нам нужно снять эту такую вот проволочку вместе с пружинкой. Проволочка крепится напрямую в пластик. Обычными плоскогубчиками вот так подкручиваем немного и снимаем нашу проволочку. Снимается очень легко. Ну и конечно же, как ни странно, нам попался очень крепкий сигнализатор. Обычно они снимаются намного легче. Так, эта часть нам не нужна, это в сторонку. Нам нужен сам пластиковый сигнализатор. Для начала нам нужно сделать небольшой надрез на пластике. Здесь нужно сделать такой прорез. Зажимаем сигнализатор в обычные маленькие тиски. Можно сделать, конечно, и с рук. Но так будет намного удобнее. И обычной ножовочкой по металлу делаем такой вот надрез. Чтобы можно было вставить сюда, вставить кусочек пластинки от жерлицы. В принципе, такую пластинку можно закрепить как-то и по-другому. Берем кусочек пластинки от жерлицы и с помощью обычных плоскогубчиков делаем надлом. Такая металлическая пластинка идеально подходит для такого сигнализатора, она не имеет память, она очень такая мягкая, эластичная, отлично показывает малейшую поклевочку. Еще можно использовать такие пластинки с дворников от автомобиля. Дальше нужно эту металлическую пластинку зафиксировать в нашей пластиковой части сигнализатора. Саму металлическую пластинку вставляем в надрез в пластике и с помощью обычного плетеного шнура делаем петельку и с помощью шнура хорошенько приматываем. Как по мне, это самый простой и самый быстрый способ зафиксировать пластик с металлом. Можно же, конечно, использовать какую-то бокситную смолу, можно холодную сварку, можно как-то разогреть металл, вставить в пластик, расплавить. Но это все время, это все не так надежно, как с помощью обычного плетеного шнура и клея 505, обычный проникающий клей. Тут мы делаем оборотов 20-30, сколько не жалко. Вот так примотали и сделаем такую фиксирующую петлю. Все, зафиксировали, дальше берем обычный клей. Если таким клеем помазать нитку, получается материал чем-то похожий на пластик. Можно еще сверху немножко посыпать соды. Ну и так держится очень-очень крепко. Вот так хорошенько промазываем. Будет держаться несколько лет при активном использовании на рыбалке. Такой клей хорошо проникает в каждую щель. Наше соединение будет очень прочным, как суцельный кусок пластика. Хвостик отрезаем.
У нас получилось очень крепкое соединение. Ну и теперь давайте наведем красоту. Берем кусочек обычной термоусадки, одеваем на соединение и прогреваем. Так, чтобы термоусадка не сгорела, конечно же. Термоусадка тут никакой важной функции не имеет. Это чисто эстетическое впечатление, чтобы было. Можно использовать и обычную синюю изоленту. Получилась красота, как из магазина. Дальше аналогичным способом приматываем нашу пластинку к рогатчику от подставки. Кому удобнее, можно использовать и обычный термоклей. Мне кажется, что ниткой намного проще и быстрее получается. Делаем петельку, набрасываем на соединение, делаем опять 20-30 оборотов и все это зажимаем. Потом сверху проходим клеем. Еще плюсом такого сигнализатора есть то, что такой рогатчик можно накручивать на любую подставку. Это будет удобство при транспортировке, потому что такой рогатчик скрутил, поставил, отдельно стоит. А на рыбалке потом раз накрутил и сигнализатор полностью готов. Делается за несколько минут. Экономит время на рыбалке, а время на рыбалке очень важное. Хорошенько промазываем клеем. Смотрите аккуратно при использовании такого клея. Не нужно дышать испарениями от него. И аккуратно, чтобы не попало в глаза и на кожу. Потому что такой клей очень ядреный. Вот наш сигнализатор почти полностью готов. Осталось сделать специальную петельку для нашей лески. Для этого нужно только лишь плоскогубчики. Проволоку выворачиваем в обратную сторону. Вот так. И на конце делаем небольшую такую петелечку. Нужно согнуть, чтобы туда не попадала наша леска. Можно и так, конечно, оставить, но возможно будут небольшие зацепы. Лесочку ставим вот в нашу петелечку. И сигнализатор будет создавать натяжение. Накручиваем сигнализатор на подставку. Наш сигнализатор полностью готов. Давайте посмотрим, как он будет в деле, как будет показывать малейшие поклевочки. А вам, если понравилась эта идея, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. А на этом все, до встречи на следующей рыбалке. А на конец видео вот несколько кадров с прошлого рыболовного сезона. Немножко ностальгии в ленту. Есть рыба, небольшая. Вот такая нормальная. Пойдет. Как сильно держит, сопротивляется до последнего. Так, главное, чтобы не сошла. Какая жирная. Отпала. Ай, красавица. Красивая такая, толстенькая рыбка. Будет что жарить. Рыбку у ведерка.